Я не такой, как надо, пожалуйста, сделайте из меня такого, как надо. Или я себя ненавижу вот такого. Зачем мы занимаемся спортом? Чтобы убивать себя или все-таки, чтобы быть здоровее? Да, люди, у которых есть очень большой лишний вес. У меня вопрос, от чего защищаетесь вы? Тело, оно пытается решить наши психологические проблемы. Любой вопрос, почему вы сегодня не здоровы, почему вы не удовлетворены своей внешностью, это вопрос прежде всего психологический. Привет, мое имя Анна Кучина, и я специалист по психосоматике. И моя любимая тема – это вес. Темы, которые я здесь рассматриваю, это и лишний вес, и ожирение, и излишняя худоба, анорексия, да, какие-то вопросы, которые связаны с нашей телесной оболочкой. Тема очень важная и очень глубокая, потому что если мы прежде всего рассмотрим лишний вес, у нас есть понимание, что этот лишний вес, он накапливался, например, годами, периодами, что человек полный достаточно длительное время. Мы можем говорить, что вес, он имеет очень много слоев. Если вы посмотрите жировую ткань, будет видно, что каждый слой есть более старый, есть средний, есть новенький, да, такой максимально мягенький. И, соответственно, каждый слой этого веса, он отвечает за определенные истории в нашей жизни. Итак, лишний вес в природе. Это главное, на что нужно обратить внимание. Зачем лишний вес в природе? Мы ориентируемся здесь с точки зрения психосоматики тела на природу. И знаем, что один из самых больших прослоек жировых, например, есть у белых медведей. Зачем им такой большой жир? Зачем им такая толстая прослойка? Она является функцией защиты, потому что в тех условиях при минус 60, в которых они выживают, при сильном ветре, урагане, очень низкой температуре, их жировая прослойка защищает от окружающей среды. И тогда люди, у которых есть очень большой лишний вес, у меня вопрос, от чего защищаетесь вы? Да, от чего, зачем нужна защита вам? Зачем вы хотите занять, например, как можно больше пространства? Зачем вам защита от окружающей среды или от какого-то конкретного, конечно, человека? Обычно мы защищаемся или от папы, или от мамы. То есть это 99,9% случаев. Если идти сюда с точки зрения психосоматики веса в терапию, мы обычно защищаемся или от мамы, или от папы. Да, какой-то опыт для нас был травматичен, и нам нужно быть или весомее, да, иметь весомые аргументы в виде телесной оболочки, или накапливать такую большую защиту, чтобы иметь прослойку жировую от этого человека. Понимаете? То есть какой-то опыт был травматичный, мы решили его решить, и мы решили его решить с помощью тела. То есть и даже не так, а тело, оно пытается решить наши психологические проблемы. То есть когда мы сталкиваемся с какой-то психологической ситуацией, в которой мы не выдержим, которая является стрессовой для нас, наше тело очень быстро начинает реагировать. А как здесь лучше всего поступить? Да, каким оно должно быть. И у нас тогда есть определенные изменения в теле происходят. Мы начинаем набирать вес, например, ни с того ни с сего. Или, заметьте, в очень сильном стрессе люди зачастую, кто-то набирает вес, а кто-то очень сильно худеет. И тогда мы говорим о людях, которые весят там 40 и менее килограмм, которые внезапно потеряли вес очень большой. Они становятся очень худенькими, очень тоненькими, чтобы занять как можно меньше пространства. Потому что люди, которые имеют излишнюю худобу, они очень часто живут в каком-то страхе. Да? Им так страшно, они чего-то так сильно боятся, что хотят быть практически невидимыми. И отсюда различные истории могут подключиться, которые связаны уже с кишечником, потому что непереваривание еды, булимия, какие-то другие отклонения, да, анорексия, это же то, что связано с кишечником, то есть была какая-то такая история. И хочу обратить внимание, что чем сильнее болезнь, да, чем сильнее отклонение для вас, тем сильнее была тем травматичнее была история. То есть сила физической болезни, она равна силе травматичной истории. То есть было что-то такое, что вы до сих пор не можете, например, переварить. Да, потому что мы знаем, что вопросы излишней худобы – это вопрос того, что что-то или слишком быстро переваривается, или наоборот, еда не переваривается, мы вынуждены ее возвращать. То есть это есть какие-то вопросы психологического характера прежде всего. И имеет смысл с этим работать.
Есть, конечно, третья история, это когда люди очень много уделяют времени своему телу, они идеальны с точки зрения внешности. У них идеально закачано тело, идеально спортивное, на прекрасном питании. И сегодня мне тоже интересно посмотреть с психологической точки зрения, как они пришли к этому. Да? Вот, то есть насколько вот этот спорт, насколько это да, супер-супер-супер здоровое отношение к телу, насколько оно в норме. В большинстве случаев это точно так же какая-то травма. Да? Почему я должен быть максимально устойчивым, максимально спортивным и так далее. Здесь, как мы понимаем, это делается из травмы или же это делается из того, что действительно здорово быть здоровым. Мы понимаем, смотрим на те чувства, которые нас ведут в спортзал. Да? Что мы думаем о себе, какого мы о себе мнения, какие чувства у нас возникают, когда мы находимся в спортзале или на пробежке, или когда мы едим только здоровую еду, только ЗОЖ. Если у нас чувство большого удовольствия, если это нам приносит большое удовлетворение, удовольствие, если мы рады, действительно вот такая вот еда или этот спорт приносит мне удовольствие, значит вы на правильном пути, значит все в порядке. Если вам с детства кажется, что с вами что-то не так, и вы приходите в спортзал просто в очередной раз поубиваться и сделать из себя так, да, сделать из себя такого, как нужно, да, и здесь я понимаю, что здесь конфликт очень сильный самообесценивание. Я не такой, как надо, пожалуйста, сделайте из меня такого, как надо. Или я себя ненавижу вот такого, пожалуйста, возненавидьте меня тоже, и накажите меня, да, то есть надо понимать психологическую подоплеку этого всего. Зачем мы занимаемся спортом? Чтобы убивать себя или все-таки чтобы быть здоровее? И здесь становится очень актуальный вопрос, с которым я тоже работаю. Сегодня я не могу заниматься спортом. Это когда люди не хотят заниматься спортом, они тянут себя на эту тренировку, они не могут себя заставить, не выйти на пробежку, не сделать зарядку, ничего. То есть для них спорт это чуждо. Они будут делать все, что угодно. И мы тогда смеемся с моими подругами. То есть, можно ли похудеть к весне так, чтобы отрезать прядь волос, подложить ее под подушку и прочитать заклинание? Да, то есть мы ищем какие-то вопросы, которые не связаны со спортом, лишь бы и с питанием, лишь бы только похудеть. Мы ходим к бабкам, мы ходим читаем какие-то аффирмации, что я то стройная, я красивая, я спортивная. То есть, но это все, к сожалению, или к счастью, это все не работает, потому что любой вопрос, почему вы сегодня не здоровы, почему вы не удовлетворены своей внешностью, это вопрос прежде всего психологический. Да? И мы понимаем, что каждая внешность, она уникальна, нету одинаковых людей. То есть у нас сегодня здесь не куклы Барби, и не будут вот этих вот 90, 60, 90. Но интересно посмотреть с точки зрения здоровья, здоровое ли у тебя тело, налюбленное ли оно у тебя, да, как оно функционирует и что ты чувствуешь, когда ты занимаешься физическими нагрузками. Если вы не чувствуете удовлетворения от этого всего, посмотрите, почему. Да? Может быть, вас кто-то заставлял, может быть, заниматься физкультурой, может быть, вы не любили учителя физкультуры. В чем там сложность заниматься своим телом? Подписывайтесь.